Всем привет! Сегодня мы будем играть в эту игру. У меня слипаются глаза. Такое ощущение, будто я уже целую вечность иду по улице. Черт, я вообще правильной дорогой к дому иду? Здания какие-то незнакомые. Я заблудилась? В темноте все выглядит иначе. Я знала, что не нужно мне было брать эту подработку, но мне правда были нужны деньги. 3 подработки, а мне все равно трудно оплачивать жилье. Я устала так много работать. Может, я могу немного передохнуть, просто чтобы восстановить силы. Я закрываю глаза и облокачиваюсь на стену в переулке. Так, что у нас тут? А? Я ахаю, открываю глаза. Ко мне идут несколько незнакомых парней. Ха, она миленькая. Что же такая девушка делает здесь одна? Эй, проверь ее сумку. Посмотрим, что у нее есть. Что? Нет, стой! Я закрываю глаза и крепко прижимаю сумочку к груди. Я съеживаюсь, слыша приближающиеся ко мне шаги. Что за... Бежим отсюда! Еще один голос заглушает звук удаляющихся шагов. Все в порядке. Теперь ты в безопасности. Кто-то нежно прикасается к моему плечу. Я открываю глаза. Передо мной стоит красивый темноволосый парень. Спасибо. Что ты сделаешь здесь одна? У него добрый, но обеспокоенный взгляд. Откуда он тут взялся? Он налетел на них, чтобы спасти меня, как настоящий принц из сказки. О, я просто шла домой. Если бы я помнила, как туда попасть. Тебе небезопасно быть здесь одной? Он нахмурился. Я не могу просто оставить тебя здесь. Все в порядке, правда? Я живу недалеко отсюда. Вроде бы. Темнеет? Я до сих пор не уверена, где именно я нахожусь. Я могу как-то отплатить тебе за то, что спас меня. Я открыла сумочку в поисках небольшой суммы, которую я откладывала на оплату жилья за месяц. Сумма небольшая, но он же сделал все, чтобы спасти меня. Я чувствую, что я перед ним в долгу. Знаешь, может, ты можешь сделать для меня кое-что? Он поднимает руку, чтобы остановить меня, а затем задумчиво склоняет голову на бок. Что же это? Я сильно краснею. Я вдруг понимаю, что мы одни в этом переулке. О, Господи. Пойдем со мной. Он протягивает мне руку. Ась? Сегодня будет вечеринка. Все придут туда парами. Все мои друзья и родные сегодня заняты. Я боялся идти туда один. Если ты пойдешь со мной, это избавит меня от смущения. Что скажешь? Я неуверенно закусываю губу. Я не знаю. Ты только что спросила, можешь ли как-то отплатить мне, разве нет? Вот что я хочу в качестве оплаты. Считай это одолжением. Он хитро улыбается мне. Но почему он такой красивый? Если пойдешь сейчас со мной, то я буду считать, что ты мне в полной мере выплатила этот долг. Конечно, если только у тебя нет уважительной причины не идти. У него такая сказочная улыбка, что у меня мысли путаются. У меня так устал мозг от работы, что я не могу придумать отмазку, чтобы не идти. Он принимает мое молчание как знак согласия. Взяв меня под руку, он выводит меня из переулка. Пока мы будем здесь, притворяйся, что ты моя подруга. Это та вечеринка, на которую ты собирался. Это потрясающее место. Я такое раньше только в журналах видела. Позвольте взять ваше пальто, сэр. Да, спасибо. Вы не могли бы оказать мне услугу? Конечно. Боюсь, я сегодня застал врасплох свою подругу. У нее не было времени переодеться перед тем, как мы отправились сюда. Вы можете посмотреть, есть ли для нее какое-нибудь платье? Конечно, сюда, пожалуйста, мисс. Платье? Я стою и смотрю на нее. Я даже не подумала о своей одежде. Я иду за собой в гардероб. Почему бы вам не примерить это?
нахожусь в примерочной, наслаждаясь шелестом ткани. Красиво выглядишь. Я рад, что ты снова улыбаешься. Спасибо. Я не ожидала, что он будет ждать меня. Я смущенно смотрю в пол. Просто будь сегодня рядом со мной, и все будет в порядке. Ты будешь со мной в безопасности. Опять эта сказочная улыбка. Здесь все выглядят такими счастливыми. А ты? Ты счастлива? Если честно, я немного нервничаю. Темноволосый парень снова протягивает мне руку, чтобы утешить меня, и мне замирает сердце. Я уже так давно не была на вечеринке, и я не знаю, как мне себя вести. Ты знаешь всех этих людей? Я оглядываю зал. Вовсе нет. Теперь ты понимаешь, почему я не хотела приходить один? Да, кстати, спасибо за платье. В своей потрепанной рабочей одежде я бы чувствовала себя не в своей тарелке. Когда мы подходим ближе к толпе, я цепляюсь за него. Он не успел еще сказать ни слова, как к нам подошел мужчина и начал беседу. Не ожидал тебя здесь увидеть. Успел прочесть новый бестселлер, который только что вышел. Вообще, я планировал завтра зайти за ним. Я теряю нить разговора и скоро отхожу от толпы. Мне нужно чем-то себя занять. Пока я оглядываюсь в поисках того, чем бы заняться, я слышу разъяренный голос. Харо! Женщина с короткой стрижкой стоит рядом с двумя парнями с серебристыми волосами. Сколько раз мне тебе говорить, чтобы ты смотрел, что делаешь? На ее жакете пятно от красного вина. Если это пятно Гесса, она никогда его не выведет. Сейчас разрешите. Я быстро подбегаю, начинаю обычно я успокоила. Убрав пятно с ее жакета, я вытираю волосы со скатертью. Ветер раскажется, в смысле ментальной реакции. Как вас зовут? Оказавшись в технике, я смущенно говорю с ним. Меня зовут Аврора. Что ж, Аврора, я так как вас учила, но вы можете обращаться ко мне, мадам. Я подумала о том, чтобы нанять себе служанку у моих сыновей. Хару и Юки уже есть свои слуги. Я в первый раз внимательно взглянула на двух парней за ее спиной. Близнецы? Так нечестно. У тебя уже есть полотами, чтобы тебе помогать. На что ты жалуешься? Я могу себе представить несколько ситуаций, если тебе для этого нужна служанка, может, тебе нужно работать над техникой, я всегда могу дать тебе несколько советов. Юки добродушно улыбалась ему правду. Хара показывает ей кисть. У меня отличная техника, дай мне пофантазировать. Он подмигивает мне. Если хочешь, чтобы я продемонстрировал, не стесняйся. Все, что тебе нужно сделать, попросить. Я стою и слушаю их. У меня нет слов. Я открыла рот от изумления. Я не привыкла, чтобы мужчины так разговаривали. У меня горят щеки. Я большой внимание. Так, вернемся к тому, о чем я говорила. Я искала себе прислугу. Если честно, я чувствую себя неуверенно. Что скажете? Вы будете моей служанкой? Я хорошо буду платить за эту работу. Мадам Казака придвинулась ко мне и прошептала размер зарплаты. Больше, чем я получаю на всех 3 работах вместе взятых. Да! Она мне кажется слишком энергичной. Он скептически поднимает бровь. Не думаю, что только потому, что ты впечатлила маму, тебе не нужно будет доказывать, чего ты стоишь. Ох, не будь таким жестким с ней, Юки. Хару боится на себя правду. Улыбаясь мне, Хару показывает большой палец. Я уверена, что ты справишься. Вот, я написала мне место. До встречи. Она весело машет мне, уходя. Я чувствую, что близнецы разглядывают меня с ног до головы. Почему они так на меня смотрят? Они дружно кивают, Хару мне подмигивает. Если я неловко делаю реверанс. И Юки
Прости, что оставил тебя в одиночестве. О, ничего страшного, я сама ушла. Это мне нужно извиняться за то, что оставила тебя. В конце концов, я должна была сопровождать тебя в качестве благодарности за то, что ты меня спас. Он задумчиво наклонил голову. Если честно, ты и так меня сопровождала. Но если тебе стыдно из-за этого, почему бы нам не считать твой долг оплаченным лишь наполовину? А? Наполовину? Тогда я смогу как-нибудь еще раз насладиться твоим обществом. О, ладно. В конце концов, он симпатичный. Что плохого может случиться? Что это? Он смотрит на листок, зажатый в моей ладони. Это ничего. Я начинаю прятать листочек в сумку, но он ловит меня за запястье. Пожалуйста, не уйди мне. Я знаю, что мы пока не очень хорошо знаем друг друга, но мне ты можешь рассказать что угодно. Я всегда выслушаю тебя, если тебе нужно о чем-то поговорить. Он краснеет, смотрит в пол. Не удивится, если я скажу ему, что буду работать в его семье. Мадам Рикако предложила мне работу. Я буду ее новой служанкой. Он изумленно раскрыл глаза. Правда? Обещай, что будешь беречь себя. Это небезопасно? Я даже не думала об этом. Он знает что-то, чего не знаю я. Не волнуйся так, я просто не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. После сегодняшнего случая в переулке я боюсь, что ты из тех девушек, которые часто попадают в неприятности. Нет, это не для меня. Я просто тогда заблудилась, вот и все. Не уверена, что верю тебе. Он все еще держит меня за запястье. Но даже если это правда, думаю, я должен отвезти тебя домой. Но ты уже столько для меня сделал. Я не хочу, чтобы ты шла домой пешком из незнакомого района. Я сегодня не усну, если буду переживать, нормально ли ты доберешься домой. Я не хочу быть обузой, но в то же время не хочу, чтобы из-за меня он не спал. Тогда ладно. Пока мы ехали домой, я вспоминала близнецов. Темноволосый парень имел в виду их, когда брал с меня обещание себя беречь. Хотя я ведь не их служанкой буду, так? Что плохого может произойти? Моя квартира там. Если не возражаешь, я подожду, чтобы убедиться, что ты зашла домой без происшествий. Конечно, спасибо тебе за сегодняшний вечер. Мне было приятно. Не забывай, что ты все еще должна выплатить мне половину долга. О, как насчет платья? Тебе вернуть его? Почему бы тебе не оставить его себе? И снова эта сказочная улыбка. Правда? Оставь его, чтобы помнить обо мне и не забывать свои обещания беречь себя. Спасибо тебе большое. Я выбираюсь из машины и машу ему на прощание. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Он смотрит на меня, пока я не захожу внутрь, а потом уезжает. Моя квартира кажется мне пустой и тусклой после такого необычного вечера. Я все равно чувствую себя в долгу. Так, просто...